Всем привет! Я так рада видеть вас на своем канале. Как же я по вам соскучилась. А если вы впервые заглянули, то добро пожаловать и подписывайтесь, чтобы не пропустить новые арт-видео. И сегодня у нас роспись на ноготках, а рисовать мы будем моих любимых диснеевских героев из «Алисы в стране чудес». Только представьте, этот рисованный мультфильм Дисней создал в 1951 году, то есть в этом году у этих персонажей 70-летний юбилей. И начала я с главной героини, Алисы. Не сразу все получилось, видимо, за праздники руки отвыкли. Хотя это, конечно, шутка. Просто когда первый раз рисуешь какого-то персонажа, то ошибки возможны, и это норма. Я предварительно ничего не репетирую и не перерисовываю. Так что как родилось, так и родилось. Все на ваших глазах. Я не хочу, чтобы вы думали, что есть кто-то, у кого сразу и все получается. А у вас и руки не такие, и таланта не хватает. Поверьте, я часто получаю подобные комментарии. Если начнете рисовать, то все обязательно получится. Никто еще с кистью в руках не родился. Не бойтесь сделать что-то не так в рисунках. Все поправимо. Главная ошибка – это не рисовать из-за боязни, что у вас не получится. В общем, прям по ходу видео я буду исправлять и перерисовывать на ваших глазах то, что уже просушила и зафиксировала в лампе. А правильную схему я выведу как подсказку уже позже, после всех исправлений. А теперь к моим новым экспериментам с YouTube. Это первое из 5 видео по героям из этого мультика. Еще будут, конечно же, Чеширик, Белый кролик, гусеница и, естественно, Шляпник. Каждое видео до 15 минут. Если вы со мной хотя бы пару месяцев, то знаете, что я выкладывала и часовые, и полуторачасовые видео. Но, к сожалению, по статистике это оказалось не очень эффективно. Поэтому теперь, если работа на ручках, то я ее буду делить на 5 частей. Один ноготок, одно видео. Плюс еще будет одно очень убыстренное видео в виде трейлера. Тоже в связи с аналитикой. Дело в том, что моя аудитория делится на людей, которые смотрят, чтобы учиться. И для этого необходимо, чтобы видео было с объяснениями, без ускорений в важных моментах. А другая часть аудитории просто любит арт, и им важно, отдыхая, просто смотреть красивые дизайны, не перегруженные лишней информацией. Поэтому многие просто проматывают ролик, и это тоже нормально. Я люблю всех и хочу, чтобы на моем канале каждый из вас чувствовал себя комфортно. Но моя статистика по удержанию аудитории, скажем так, провисает. И YouTube видео не рекомендует, думая, что контент не интересен. В общем, постараюсь изменить ситуацию за счет коротких, буквально минутных роликов. Посмотрим, что из этого выйдет. А тем временем набросок готов, но прошу не повторять, пока не досмотрите до моих исправлений. Эскиз я выполнила коричневым гель-лаком. Если иногда это не важно, то в данном случае это целенаправленно. Обратите внимание на рисунки художников Диснея. Все контуры выполнены коричневым цветом. Для базового слоя я использую гель-лаки. У меня гель-лаки жидкие и слегка полосят. Чтобы все ровненько легло, будем покрывать в несколько слоев. Каждый слой предварительно просушиваем в лампе. Несколько слоев не будут утяжелять, так как слои за счет жидкой структуры получаются тоненькие. Видео закрашивания базы лица, а также фоновые закраски я убыстрила. Думаю, тут нет смысла наблюдения в реальном времени.
Видите, как лак ложится вторым слоем? Тон практически выровнялся. А вот и момент, о котором я говорила. Я поняла, что глаза слишком близко посажены, а рот нужно сделать немного ниже. Так что немного сдвинем правый глаз в сторону бокового валика, а рот вниз. Я просто закрасила все базовым цветом в тон лица и поверх базового слоя нарисовала нужный мне правильный контур. Смотрите, что получилось. Вот такие пропорции будут правильные. Для того, чтобы вы лучше ориентировались, смотрите на подсказки. Контур глаз и реснички – это единственный контур, который здесь будет ярко выделен черной гель-краской. Все остальные контуры либо коричневые, либо темный аналог цвета. Например, контур ее голубого платья мы рисуем темно-синим. Чтобы глазки у нас были живыми, обязательно ставим блик.
Не забываем, что обычно нижняя губа немного светлее, чем верхняя. Делаем небольшой румянец лаком на тон темнее цвета лица. Немного теней, чтобы придать объем. А еще, пока я не нарисовала брови, моя Алиса напомнила мне актрису из фильма про робота Чаппи, Иоланди Виссер. Правда, чем-то напоминает? Надеюсь, не обидела ее фанатов. Вот так много значит брови, а вроде всего 2 полосочки над глазами. Зато смотрите, как только я нарисовала брови, то Алиса стала похожа сама на себя. Закрашиваем фон, я решила сделать его белым, и покрываем топом. Вот и все, наша Алиса готова. В следующем видео будем рисовать Чеширика, так что не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить. Комментируйте, ставьте лайки и, конечно, кто не подписался, обязательно сделайте это прямо сейчас. А я с вами прощаюсь на сегодня. Всех люблю, всем хорошего настроения и пока-пока!